На спутнике Юпитера под названием Европа воды в 2 раза больше, чем во всех океанах Земли вместе взятых. В 2 раза. Это не ошибка и не преувеличение. Просто сложите Тихий океан, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, все моря, все реки, все озера, все ледники Антарктиды и Гренландии и умножьте на 2. Вот сколько воды спрятано под ледяной коркой одного небольшого спутника. Но дело не в воде. Наличие воды давно никого не удивляет. Водяной лед есть на многих спутниках и даже на некоторых астероидах. Удивительно другое. Эта вода жидкая, соленая и, судя по всему, теплая. На глубине от 10 до 30 километров подо льдом плещется настоящий океан. Его глубина от 60 до 150 километров. Для сравнения, самая глубокая точка на Земле, Марианская впадина, всего 11 километров. И вот главный вопрос, ради которого НАСА построила самый дорогой межпланетный аппарат в своей истории. В этом океане есть жизнь. Не когда-то была. Не могла бы возникнуть при удачном стечении обстоятельств. А прямо сейчас. Пока вы слушаете эти слова. До ответа осталось меньше 10 лет. В 2024 году ракета Falcon Heavy вывела в космос зонд Europa Clipper. Он прибудет к Юпитеру в 2030. И за несколько лет пролетов он соберет данные, которые либо подтвердят, что мы не одни в Солнечной системе, либо оставят нас в одиночестве. Второй вариант пугает сильнее, но об этом позже. Давайте начнем по порядку. С того, что мы знали о Европе раньше. И с того момента, когда все перевернулось. До середины 70-х годов прошлого века Европа была просто строчкой в астрономическом каталоге. Диаметр 3121 километр. Это чуть меньше земной Луны. Масса 65% от лунной. Поверхность покрыта водяным льдом. Температура на поверхности около минус 160 градусов по Цельсию. Атмосферы практически нет. Только тончайший слой кислорода, настолько разреженный, что его едва можно назвать атмосферой. Ученые предполагали, что Европа – мертвый ледяной шар. Как Каллиста, другой спутник Юпитера, который весь изрыт кратерами и не подает признаков жизни. Никакой геологической активности, никакого тепла. Лед, камень, холод, радиация. Европа не была главной целью. Все смотрели на Марс. И это логично. Марс – ближайшая к нам планета. На его поверхности когда-то текла вода. Там есть каньоны, вулканы, полярные шапки. Марс был надеждой человечества. Десятилетиями мы отправляли туда роверы. Викинги, Спирит, Opportunity, Curiosity, Perseverance. Каждая миссия искала одно и то же – воду, органику, следы жизни. И Марс не разочаровал. Мы нашли доказательства, что миллиарды лет назад по его поверхности текли реки, плескались озера. Возможно, даже существовал океан в северном полушарии. Но это было в прошлом. Марс остыл, потерял атмосферу, высох. Если жизнь когда-то и зародилась там, от нее остались только окаменелые следы. Бактерии в древних породах. Призраки давно ушедшей эпохи. Пока весь мир смотрел на Марс, маленький ледяной спутник Юпитера готовил сюрприз, который перевернул все, что мы думали о поиске жизни. Перелом наступил в 1979 году. Мимо Юпитера пролетели 2 аппарата – Voyager 1 и Voyager 2. У них были камеры гораздо лучше, чем у их предшественников – пионеров. И они сделали снимки Европы в хорошем разрешении. Ученые увидели не то, что ожидали. Поверхность Европы оказалась гладкой. Не просто ровной, аномально, неестественно гладкой. Во всей Солнечной системе нет другого крупного тела с такой плоской поверхностью. Перепады высот на Европе не превышают нескольких сотен метров. Нет гор, нет глубоких впадин, нет каньонов. Если бы кто-то волшебным образом уменьшил Европу до размера бильярдного шара, она оказалась бы глаже заводского бильярдного шара. Для сравнения, на Луне горы достигают 5 километров. На Марсе вулкан Олимп возвышается на 21 километр над окружающей равниной. На Земле Эверест почти 9 километров. На Европе практически ничего, но гладкость – это полбеды. Главное, на Европе почти нет ударных кратеров. Вот здесь нужно остановиться и объяснить, почему это важно. В Солнечной системе есть железное правило. Все твердые тела, у которых нет активной геологии или плотной атмосферы, покрыты кратерами. Луна, Меркурий, Каллиста, большинство астероидов. На них каждый метеоритный удар оставляет след навсегда. Нет ветра, нет воды, нет движений коры, нечем стирать.
Чем старше поверхность, тем больше на ней кратеров. Это один из самых надежных способов определить возраст в планетологии. Поверхность Луны геологически мертва уже 3,5 миллиарда лет. И она настолько плотно усеяна кратерами, что новые удары просто ложатся поверх старых. На Европе почти ничего. Ученые насчитали меньше 50 крупных кратеров на всем спутнике диаметром больше 3000 километров. Спутники, которые существуют 4,5 миллиарда лет. Спутники, которые находятся рядом с Юпитером, гигантской планетой, чья гравитация работает как космический магнит, притягивая кометы и астероиды со всей Солнечной системы. Вывод был неизбежен. Поверхность Европы молодая. Не просто моложе лунной, а абсурдно, невозможно молодая. По разным оценкам, средний возраст поверхности Европы – от 40 до 90 миллионов лет. Это меньше времени, которое прошло с момента вымирания динозавров. В масштабах Солнечной системы – мгновение. Что-то постоянно обновляет эту поверхность. Что-то стирает кратеры. Что-то изнутри переписывает лицо этого мира, как страницу в тетради, которую кто-то раз за разом вырывает и заменяет чистой. Что это за механизм? На Земле ответ очевиден. Тектоника плит, эрозия, вулканы, вода. Но на Европе нет ни одного из этих процессов. Нет атмосферы, вызывающей эрозию. Нет вулканов, извергающих лаву. Но есть кое-что другое. Лед. И, возможно, подо льдом жидкость. Вояджеры увидели не только гладкость и отсутствие кратеров. Они увидели линии, тысячи линий. Темные, пересекающиеся, тянущиеся на сотни и тысячи километров по всей поверхности. Словно трещины на разбитом стекле, или вены на человеческой руке, или паутина, сплетенная чем-то невообразимо огромным. Ученые назвали их линеаменты, от латинского слова «линия». Некоторые были шириной в несколько километров. Другие, тонкие, едва различимые, были двойные линии, две параллельные трещины с приподнятым гребнем между ними. Были тройные. Были такие, которые пересекали друг друга под разными углами, образуя запутанные решетки. Что создает эти трещины? Почему их так много? Ответ, к которому постепенно пришли планетологи, оказался одновременно простым и потрясающим. Ледяная корка Европы трескается, потому что она движется. Она не статична. Она не мертва. Она поднимается и опускается, растягивается и сжимается, раскалывается и сдвигается. Причина – гравитация Юпитера. Но чтобы понять, как гравитация раскалывает лед на спутнике, который находится в 600 миллионах километров от Земли, нам нужно сделать небольшое отступление. Поговорить о Юпитере. Потому что этот газовый гигант не просто большая планета. Это диктатор Солнечной системы. Юпитер – это, пожалуйста, не просто большая планета. Это почти состоявшаяся звезда. Его масса составляет 1/1000 массы Солнца. На первый взгляд, ничтожно мало. Но в мире планет это чудовищно много. Юпитер в 318 раз массивнее Земли. Если взять все остальные планеты Солнечной системы – Сатурн, Уран, Нептун, Землю, Венеру, Марс, Меркурий – сложить их массы вместе, Юпитер все равно будет тяжелее. В 2,5 раза. Он один весит больше, чем весь остальной планетный зоопарк вместе взятый. Диаметр Юпитера около 143 тысяч километров. Это в 11 раз больше земного. Если бы Юпитер был пустым шаром, внутри него поместились бы 1300 земель. И этот монстр обладает гравитацией, пропорциональной его массе. Гравитационное поле Юпитера – это не просто сила притяжения. Это механизм контроля. Все, что находится достаточно близко к Юпитеру, подчиняется ему полностью и безоговорочно. Европа находится на расстоянии около 671 тысячи километров от центра Юпитера. В масштабах системы это ближний пригород. Ближе к Юпитеру только Ио, самый вулканически активный объект во всей Солнечной системе. Дальше за Европой находится Ганимед, крупнейший спутник, превосходящий по размеру планету Меркурий, и Каллиста, древний, избитый кратерами мир. Все 4 спутника связаны друг с другом не только общим хозяином, но и сложной системой гравитационных взаимодействий. Физики называют это лапласовым резонансом. Звучит страшно, но объясняется просто. Периоды обращения 3 внутренних спутников – Ио, Европа и Ганимеда – соотносятся как 1 к 2. Пока Ганимед совершает 1 полный оборот вокруг Юпитера, Европа делает ровно 2, а Ио – ровно 4. Это не приблизительно. Это точное соотношение, поддерживаемое взаимной гравитацией 3 тел на протяжении миллиардов лет. Этот резонанс имеет одно критически важное следствие. Он не позволяет орбитам спутников стать идеально круговыми.
Орбита Европы слегка вытянута. Эксцентриситет всего 0,9, совсем чуть-чуть. Но этого достаточно. Достаточно для того, что называется приливным нагревом. Сейчас будет самый важный для понимания блок, почему океан Европы остается жидким миллиарды лет, хотя температура на поверхности минус 160 градусов. Объясню на простом примере. Возьмите резиновый мяч и начните быстро сжимать и разжимать его руками. Через некоторое время мяч нагреется. Энергия деформации переходит в тепло. Именно это делает Юпитер с Европой. Только вместо ваших рук действует гравитация. А вместо резинового мяча целый мир диаметром 3000 километров. Когда Европа находится в ближайшей точке своей орбиты к Юпитеру, приливная сила максимальна. Юпитер вытягивает Европу в направлении к себе и от себя, превращая ее из шара в слегка вытянутый эллипсоид. Когда Европа удаляется к самой дальней точке, приливная сила ослабевает, и Европа стремится вернуться к сферической форме. Этот цикл деформации повторяется каждые 3,5 земных суток. Снова и снова. Миллиарды лет подряд. Амплитуда деформации на поверхности Европы составляет, по теоретическим оценкам, до 30 метров. 30 метров – это высота 10-этажного дома. Каждые 3,5 дня вся поверхность Европы поднимается и опускается на 30 метров. Представьте себе мир, где почва под ногами ритмично дышит, вздымаясь и опадая с амплитудой в 10 этажей. Для сравнения, приливные деформации на Земле, вызванные Луной и Солнцем, в твердом теле планеты составляют всего около 30 сантиметров. На Европе они в 100 раз больше. Каждый цикл деформации генерирует тепло от внутреннего трения. Каменное ядро Европы, ее ледяная мантия – все это непрерывно разминается приливными силами. Механическая энергия деформации необратимо превращается в тепловую. Сколько тепла это дает? По разным оценкам, мощность приливного нагрева Европы от нескольких сотен гигаватт до нескольких тераватт. Для сравнения, суммарная мощность всех электростанций на Земле – около 2,5 тераватт. Юпитер, просто сжимая и разжимая Европу своей гравитацией, генерирует внутри нее энергию, сравнимую с энергопотреблением всей человеческой цивилизации. И этой энергии достаточно для одной критически важной вещи. Она не дает воде замерзнуть. Без приливного нагрева океан Европы давно бы превратился в сплошной лед. При таком удалении от Солнца и при температуре поверхности минус 160 градусов любая жидкая вода замерзла бы за несколько миллионов лет. Но приливный нагрев компенсирует потери тепла. Он поддерживает океан в жидком состоянии. Возможно, уже миллиарды лет. Теперь вернемся к Вояджерам. У них не было инструментов, чтобы доказать наличие океана. Они могли только фотографировать. И по фотографиям гипотеза об океане звучала как научная фантастика. Слишком смелое предположение для конца 70-х. Нужны были прямые измерения. Нужен был аппарат, который не просто промчится мимо, а останется на орбите Юпитера и будет возвращаться к Европе снова и снова. Такой аппарат создали. Его назвали Галилео. Галилео запустили 18 октября 1989 года с борта космического челнока «Атлантис». Из-за ограничений по массе и мощности ракеты-носителя аппарат не мог лететь к Юпитеру напрямую. Вместо этого он совершил сложнейший гравитационный маршрут – 1 облет Венеры и 2 облета Земли. Каждый раз он набирал дополнительную скорость за счет гравитации планет, как камень, раскручиваемый в праще. Путь до Юпитера занял 6 лет. 7 декабря 1995 года Галилео вышел на орбиту вокруг Юпитера. В течение почти 8 лет, до сентября 2003 года, аппарат работал в системе Юпитера. За это время он совершил 11 близких пролетов мимо Европы, иногда опускаясь до высоты всего 200 километров над ее поверхностью. Каждый пролет был как разведывательная вылазка, быстрый и насыщенный данными. Камеры фотографировали поверхность с разрешением, о котором ученые времен Вояджеров не могли мечтать. Магнитометр измерял магнитное поле. Спектрометры анализировали состав поверхности и разреженной атмосферы. Каждый пролет приносил новые данные, и каждый раз загадка Европы становилась глубже. Камеры Галилео показали поверхность в деталях, которые поразили ученых. Линии, которые Вояджеры видели как тонкие нити, оказались сложнейшими структурами, двойными и тройными хребтами, с темными полосами вещества вдоль краев. Но самым поразительным открытием стали так называемые хаотические области, участки поверхности, где ледяная корка выглядит так, будто кто-то разбил ее на куски кувалдой, перемешал осколки и заморозил заново.
Огромные ледяные блоки, некоторые размером с небольшие города, сдвинуты со своих первоначальных мест, повернуты, наклонены и вморожены обратно в новых, хаотичных позициях. Самый знаменитый из таких участков – Канамара-хаус. Это область размером примерно с американский штат Аризона, где ледяная поверхность была полностью разрушена и пересобрана. Когда ученые попытались сложить разбросанные ледяные блоки обратно, как кусочки пазла, они обнаружили, что куски действительно стыкуются друг с другом, но между ними не хватает материала. Часть льда исчезла, растаяла, провалилась вниз. Что может сделать подобное со сплошным ледяным панцирем толщиной в несколько километров? Только одно. Теплая жидкость, поднимающаяся снизу, подтапливающая лед, разламывающая его на блоки, сдвигающая эти блоки в стороны, а затем остывающая и замерзающая снова. Но самым важным и решающим открытием Галилео стало не то, что он увидел, а то, что он измерил. Магнитометр на борту аппарата зафиксировал нечто, чего никто не предсказывал. У Европы обнаружилось индуцированное магнитное поле. Не собственное, у такого маленького тела не может быть собственного магнитного поля, потому что для этого нужно расплавленное металлическое ядро, быстро вращающееся, как у Земли. У Европы было наведенное поле. Поле, которое возникает в ответ на переменное магнитное поле Юпитера. Вот как это работает. Магнитное поле Юпитера чудовищно мощное, примерно в 20 тысяч раз сильнее земного. Ось этого поля наклонена относительно оси вращения планеты. Из-за этого наклона магнитное поле, которое ощущает Европа, постоянно меняется по мере вращения Юпитера. И Европа отвечает на эти изменения. Она генерирует собственное наведенное поле, направленное противоположно внешнему. Единственное физическое объяснение. Под поверхностью Европы существует обширный слой электропроводящей жидкости. Жидкости, в которой растворены ионы соли. Это должен быть глобальный соленый океан, покрывающий весь спутник целиком, скрытый под ледяной коркой. Когда данные магнитометра были полностью обработаны и результаты опубликованы в ведущих научных журналах, это стало сенсацией. Невозможно, когда-то была вода. А океан существует прямо сейчас, в этот момент. Под вашими ногами, если бы вы стояли на Европе. По современным оценкам, глубина этого океана от 60 до 150 километров. При диаметре Европы чуть больше 3000 километров. Это означает, что объем воды в подледном океане Европы в 2-3 раза превышает объем всей воды на Земле. Задумайтесь на секунду. Прямо сейчас, в нашей собственной Солнечной системе, на расстоянии нескольких сотен миллионов километров от нас, есть мир, в котором воды больше, чем на всей Земле. И эта вода жидкая, соленая, теплая. Она плещется в вечной темноте под километрами льда. И она существует там уже, возможно, миллиарды лет. Именно в этот момент Европа совершила тихую, незаметную для широкой публики, но фундаментальную революцию в астробиологии. Она перехватила у Марса титул самого перспективного места для поиска внеземной жизни в Солнечной системе. Потому что Марс – это мир, где вода была в прошлом, а Европа – мир, где вода есть в настоящем. Теперь мы подходим к самому интригующему вопросу. Если на Европе есть океан, если он соленый, если он существует миллиарды лет, то может ли в нем быть жизнь? Для ответа на этот вопрос нам нужно спуститься на дно океана. Глубина океана Европы от 60 до 150 километров. Это в 10-15 раз глубже, чем самая глубокая точка земного океана – Марианская впадина с ее 11 километрами. Под этой толщей воды находится каменное ядро Европы, силикатная мантия и, предположительно, небольшое металлическое ядро в центре. Граница между океаном и каменным дном – это место, где вода встречается с горной породой. И если приливный нагрев достаточно интенсивен, а есть все основания полагать, что это так, то на этой границе должна происходить вулканическая, точнее, гидротермальная активность. Горячая порода нагревает воду. Минералы растворяются в воде. Из трещин в каменном дне вырываются потоки перегретой жидкости, обогащенные химическими элементами. Это гидротермальные источники. На Земле подобные структуры впервые обнаружили в 1977 году на дне Тихого океана, недалеко от Галапагосских островов, на глубине около 2,5 километров. Исследователи на борту глубоководного аппарата «Алвин» погрузились в кромешную темноту и увидели нечто, чего никто не ожидал. Из расщелин в базальтовой породе били потоки горячей воды, насыщенной минералами, создавая причудливые башни, так называемые «черные курильщики». Температура воды рядом с выходами достигала 350 градусов. Давление 250 атмосфер. Солнечного света – ни грамма.
И вокруг этих башен кипела жизнь. Не скудная, не едва выживающая. Богатая, разнообразная, бурлящая экосистема. Гигантские трубчатые черви длиной до 2 метров с ярко-красными щупальцами. Слепые белые крабы, ползающие по базальтовым склонам. Моллюски с раковинами, покрытыми чешуйками из сульфида железа, буквально из металла. Креветки с глазами, приспособленными видеть не свет, а инфракрасное излучение горячих потоков. Целые оазисы жизни, абсолютно независимые от солнечного света. От фотосинтеза. От всего, что мы привыкли считать основой биосферы. Как они выживают? Вместо солнечной энергии они используют химическую энергию. Бактерии внутри этих организмов окисляют сероводород и другие минералы, выделяющиеся из горячих источников. Химическая реакция дает энергию. Этот процесс называется хемосинтезом. Открытие гидротермальных оазисов на дне земных океанов стало одним из величайших биологических открытий 20 века. Оно доказало фундаментальный принцип. Жизни не нужен солнечный свет. Жизни нужна жидкая вода, источник энергии и химические элементы. Солнце – лишь один из возможных источников. И не обязательно самый важный. Теперь перенесем эту картину на Европу. Океан есть. Каменное дно есть. Приливный нагрев разогревает породу есть. Горячая вода, вырывающаяся из трещин, с высокой вероятностью есть. Минералы, растворяющиеся в воде, есть. Все условия для существования гидротермальных источников выполнены. Теперь следующий шаг. Если на дне океана Европы есть гидротермальные источники, а физика говорит, что они с высокой вероятностью должны быть, то там есть все, что нужно для жизни. Вода, тепло, химическая энергия, растворенные минералы, потенциально органические молекулы. Здесь нужно сделать очень важную оговорку. Мы не знаем, есть ли жизнь в океане Европы. У нас нет ни одного прямого доказательства. Все, что у нас есть, косвенные свидетельства того, что условия для жизни выполнены. Но условия выполнены и жизнь существует – это две совершенно разные вещи. Между ними лежит пропасть. Потому что мы до сих пор не знаем самого главного. Мы не знаем, как зарождается жизнь. Мы не знаем, что заставляет неживую материю стать живой. Мы знаем, какие условия для этого необходимы. Жидкая вода, органические молекулы, источник энергии, определенный набор химических элементов. Но являются ли эти условия достаточными? Или для зарождения жизни нужно что-то еще? Какое-то невероятно маловероятное стечение обстоятельств? Какой-то квантовый фокус, который может произойти раз в триллион лет на триллионе миров? Мы не знаем. Мы знаем, что жизнь возникла на Земле один раз. На одной планете. Этот единственный пример не дает нам никакой статистики. Мы не можем сказать, является ли зарождение жизни неизбежным результатом определенных условий или невероятным чудом. И поэтому Европа так важна. Прежде чем гадать, есть ли жизнь подо льдами Европы, давайте посмотрим на Землю. Потому что Земля уже доказала нам одну важную вещь. Жизнь гораздо живучее, чем мы думали еще 50 лет назад. Возьмем озеро Восток в Антарктиде. Оно находится под почти 4-километровой толщей льда. В полной темноте. Температура воды около минус 3 градусов по Цельсию, но вода не замерзает из-за огромного давления больше 350 атмосфер. Озеро было изолировано от внешнего мира по меньшей мере 15 миллионов лет. Никакого солнечного света, никакого контакта с атмосферой, никакого доступа к фотосинтетической биосфере. В 2012 году ученые пробурили лед, взяли пробы воды и обнаружили там микробную жизнь. Микроорганизмы, которые научились извлекать энергию из минералов, растворенных в воде, из химических реакций между водой и горной породой. Озеро Восток – это самый близкий земной аналог океана Европы. Не идеальный, конечно, но принципиально замкнутый водный объем под толщей льда, изолированный от поверхности, лишенный солнечного света, существующий миллионы лет в условиях, которые еще недавно считались несовместимыми с жизнью. И там есть жизнь. Другой пример. Глубокие шахты Южной Африки, на глубине более 3 километров под поверхностью. В порах горных пород, в полной изоляции от поверхностной биосферы. Бактерии там живут за счет энергии, которую дает радиоактивный распад урана и тория в окружающих породах. Радиоактивный распад расщепляет молекулы воды на водород и кислород. Бактерии используют водород как источник энергии. Они буквально питаются радиоактивностью. Жизнь, работающая на ядерном топливе.
без солнца, без фотосинтеза, без контакта с поверхностью. Третий пример. Дно Марианской впадины. Глубина почти 11 километров. Давление свыше 1100 атмосфер. И там есть жизнь. Мелкие ракообразные амфиподы ползают по илу в полной темноте при давлении, которое раздавило бы подводную лодку, как пустую банку. Четвертый пример. Горячие источники Йеллоустонского национального парка. Температура более 80 градусов. Вода насыщена серной кислотой, кислотность ниже 2 по шкале pH. И там живут археи, одноклеточные организмы, чья биохимия настолько отличается от нашей, что они кажутся пришельцами с другой планеты. Пятый пример. Пустыня Атакама в Чили. Одно из самых сухих мест на Земле. В некоторых районах дождь не выпадал десятилетиями. Бактерии там живут внутри кристаллов каменной соли, извлекая микроскопические капли влаги из воздуха. Я могу продолжать долго. В жерлах вулканов, в ледниках Гренландии, в стратосфере на высоте 30 километров, в охлаждающих прудах ядерных реакторов. Везде, куда ученые заглядывали с достаточно чувствительными инструментами, они находили жизнь. Жизнь на Земле оказалась невообразимо цепкой, невообразимо изобретательной. Она проникает в каждую щель, заполняет каждую нишу, использует каждый доступный источник энергии. Она живет там, где по всем расчетам жить невозможно. И каждый раз, когда ученые объявляли, что в таких условиях жизнь не может существовать, жизнь доказывала их неправоту. Поэтому, когда мы смотрим на Европу с ее глобальным теплым соленым океаном, с ее вероятными гидротермальными источниками, с ее химической энергией и растворенными минералами, становится все труднее говорить «нет, там ничего нет». Становится все труднее не верить в то, что в таком огромном, таком богатом, таком стабильном водном резервуаре, существующем миллиарды лет, жизнь не смогла зародиться. Земной опыт кричит нам: она должна быть там. Она не может не быть там. Но, конечно, земной опыт – это опыт одной планеты, одной биосферы, одной химии жизни. Экстраполировать его на другой мир рискованно. Мы можем ошибаться. И ошибаться грандиозно. Но давайте зайдем с другой стороны. Не с биологии, а с химии. Потому что есть еще один процесс, который делает Европу особенно интересной. Он называется серпентинизация. Серпентинизация – это химическая реакция между водой и минералом оливином. Оливин – один из самых распространенных минералов в Солнечной системе. Он составляет значительную часть мантии Земли и, вероятно, мантии Европы. Когда вода проникает в трещины оливиновой породы, происходит реакция. Оливин превращается в серпентин – мягкий зеленый минерал, который дал название процессу. В ходе этой реакции выделяется водород и тепло. Водород – это топливо. Для микроорганизмов, которые умеют его использовать, водород – бесплатный, неисчерпаемый источник химической энергии, который не требует ни солнечного света, ни фотосинтеза, ни вообще какого-либо контакта с внешним миром. На Земле серпентинизация происходит в нескольких местах. Самое известное – гидротермальное поле «Затерянный город» в Атлантическом океане. Оно было обнаружено в 2001 году. В отличие от черных курильщиков, которые работают при температурах в сотни градусов, затерянный город гораздо холоднее – от 40 до 90 градусов. И источник тепла там не вулканический, а именно реакция серпентинизации. Вокруг затерянного города богатая экосистема. Бактерии, археи, моллюски. Все они живут за счет водорода, который производит реакция между водой и камнем. Если на дне океана Европы есть оливин, а он, скорее всего, есть, и если вода проникает в трещины породы, а она, скорее всего, проникает, то серпентинизация неизбежно идет. А значит, на дне океана Европы есть водород. А значит, на дне океана Европы есть химическая энергия. Но это еще не все. Помните, я говорил о радиации Юпитера? Магнитное поле Юпитера в 20 тысяч раз мощнее земного. Европа находится в самом сердце радиационных поясов Юпитера. Уровень радиации на поверхности Европы около 5 зивертов в сутки. Для человека смертельная доза около 5 зивертов, полученных за короткое время. То есть незащищенный человек, стоящий на поверхности Европы, получил бы смертельную дозу примерно за 24 часа. Это звучит как проблема. И для космических аппаратов это действительно серьезная проблема. Но для жизни неожиданным образом наоборот.
Заряженные частицы из магнитосферы Юпитера непрерывно бомбардируют ледяную поверхность Европы. Каждый протон, каждый электрон, каждый ион, врезающийся в лед на околосветовой скорости, разрушает молекулы воды. Молекула воды распадается на водород и кислород. Водород улетучивается в космос. А кислород частично остается в виде молекулярного кислорода и озона. Этот процесс называется радиолизом. Тот самый процесс, которым питаются бактерии в глубоких шахтах Южной Африки. Только там источник радиации – уран в горных породах. А здесь заряженные частицы из магнитного поля Юпитера. В 2024 году группа ученых из лаборатории реактивного движения НАСА опубликовала исследование. Они рассчитали, что за миллионы и миллиарды лет радиолиз поверхностного льда Европы мог произвести огромное количество кислорода. И если хотя бы часть этого кислорода проникает вниз, в океан, через трещины, через конвективное перемешивание ледяной корки, через те самые хаотические области, где лед разламывается и пересобирается, то океан Европы может содержать растворенный кислород. Возможно, достаточно кислорода для поддержания не только микробной, но и более сложной жизни. Кислород – тот самый газ, которым мы дышим, в океане мира, находящегося в 600 миллионах километров от Солнца, под 20-километровой толщей льда, в вечной темноте, произведенный не фотосинтезом, не растениями, не водорослями, а радиацией. Смертоносная энергия юпитерианских радиационных поясов, бомбардирующая поверхность Европы, парадоксальным образом может быть источником кислорода для подледного океана. Разрушитель на поверхности, созидатель внутри. Если в океане Европы есть и химическая энергия от гидротермальных источников, и растворенный кислород от радиолиза, то этот океан в теории мог бы поддерживать экосистему значительно более сложную, чем простые хемосинтетические бактерии. Организмы, использующие кислород для дыхания, аэробные организмы, обладают гораздо более эффективным обменом веществ, чем анаэробы. Именно переход к кислородному дыханию стал ключевым шагом в эволюции жизни на Земле. Он позволил организмам становиться крупнее, двигаться быстрее, становиться сложнее. Конечно, никто из серьезных ученых не утверждает, что в океане Европы плавают рыбы. Это было бы слишком смелое предположение. Наиболее вероятный сценарий, если жизнь на Европе существует, это микробные сообщества. Бактерии и археи, ведущие тихое, незаметное, но упрямое существование в толще океана или на каменном дне. Но сама возможность того, что условия для более сложных форм жизни теоретически могут быть выполнены, заставляет задуматься. Теперь давайте сменим перспективу. От может ли там быть жизнь, перейдем к что это будет значить, если мы ее найдем или не найдем. Представьте, что Европа Клиппер или следующий за ним аппарат действительно находит доказательства жизни в океане Европы. Не обязательно рыб или осьминогов. Достаточно даже одноклеточных бактерий или неопровержимых химических следов биологической активности. Что это будет означать? Первое и самое очевидное. Жизнь в нашей Солнечной системе возникла как минимум дважды, независимо. На Земле и на Европе. Но сразу возникает следующий вопрос. Это одна и та же жизнь или разная? Если жизнь на Европе окажется биохимически родственной земной, если она будет использовать тот же генетический код, те же аминокислоты, те же основные молекулы, это может означать одно из двух. Либо жизнь была перенесена с Земли на Европу или с Европы на Землю. Это называется панспермией. Микроорганизмы могли путешествовать на метеоритах, выбитых с одной планеты ударом астероида и упавших на другую. Звучит как фантастика, но ученые всерьез рассматривают эту возможность. Известно, что земные микроорганизмы, споры бактерий, могут выживать в космосе годами. Теоретически такой перенос возможен. Либо существует некий универсальный биохимический закон, который неизбежно приводит к одним и тем же молекулярным решениям в любой водной среде. Если это так, то жизнь во Вселенной, возможно, везде похожа на земную. По крайней мере, на молекулярном уровне. А вот если жизнь на Европе окажется другой. Принципиально, фундаментально другой. Если она будет использовать иной генетический механизм, иной набор молекул, иную химию, это будет означать нечто гораздо более радикальное. Это будет означать, что жизнь не просто возникла дважды. Она возникла дважды независимо, по совершенно разным путям. И тогда вывод ошеломляющий. Жизнь не случайность. Жизнь не аномалия. Жизнь – это фундаментальное свойство Вселенной. Она возникает неизбежно везде, где есть подходящие условия.
как кристаллы образуются в насыщенном растворе, как молния бьет в грозовом облаке, как звезды загораются в газовых туманностях. Если это так, если жизнь действительно неизбежна, то Вселенная кишит ею. Каждая звезда в каждой галактике, у которой есть планеты с жидкой водой и источником энергии, породила свою биосферу. Мы не одни. Мы никогда не были одни. Мы окружены жизнью. Она повсюду. Но тогда возникает парадокс. Физик Энрико Ферми задал этот вопрос в 1950 году за обеденным разговором с коллегами. Он спросил: «Где все? Если жизнь возникает неизбежно, если Вселенная существует 13,5 миллиардов лет, если вокруг сотен миллиардов звезд вращаются планеты, где же все эти цивилизации? Где их радиосигналы? Где следы их инженерной деятельности? Где артефакты? Где контакт?» За 75 лет, прошедших с того дня, мы не получили ответа. Тишина. И это молчание – одна из самых тревожных загадок современной науки. Она называется парадоксом Ферми, и у нее есть мрачное возможное объяснение. Оно называется «Великий фильтр». А теперь представьте противоположный сценарий. Европа Клиппер прилетает, проводит 50 пролетов, просвечивает лед радаром, анализирует частицы из гейзеров и не находит ничего. Вообще ничего. Ни органики, ни следов биологической активности, только стерильная вода, соли и минералы. Что это будет означать? Это будет означать, что зарождение жизни – невероятно редкое событие. Настолько редкое, что даже миллиарды лет, даже идеальные условия, даже обилие энергии и воды не гарантируют его. Вот здесь в игру вступает парадокс Ферми и Великий фильтр. Великий фильтр – это гипотетический барьер, через который не может пройти подавляющее большинство биосфер. Что-то, что убивает жизнь до того, как она становится разумной и технологической, или убивает цивилизации на технологическом этапе. Вопрос в том, где находится этот фильтр – позади нас или впереди. Если мы находим жизнь на Европе, если оказывается, что жизнь возникает легко, стоит только появиться жидкой воде и химической энергии, это парадоксальным образом может быть плохой новостью. Потому что это будет означать, что Великий фильтр, скорее всего, не на этапе зарождения жизни. Он позади этого этапа. Значит, он где-то дальше. Возможно, на этапе перехода от одноклеточных к многоклеточным. Или на этапе возникновения разума. Или на технологическом этапе, когда цивилизация обретает способность уничтожить себя ядерным оружием, экологической катастрофой, искусственным интеллектом. Если жизнь на Европе есть, то Вселенная, вероятно, полна жизнью, но разумная жизнь при этом, возможно, исчезает почти сразу после своего возникновения. И тогда человечество, возможно, ждет та же участь. Фильтр впереди. Если же мы не находим жизнь на Европе, если даже в таких идеальных условиях жизнь не зародилась, это может быть хорошей новостью. Потому что это будет означать, что зарождение жизни – невероятное чудо. Случайность, которая произошла, может быть только один раз за всю историю наблюдаемой Вселенной. На Земле. Тогда мы действительно одни. Но тогда и Великого фильтра перед нами может не быть. Мы уже прошли самое трудное. Мы – исключение. Оба ответа пугают. Оба ответа фундаментально меняют наше представление о месте человечества во Вселенной. Но как честные люди мы должны признать, мы не знаем, какой из них правильный. И не узнаем, пока не получим данные. Именно поэтому Европа Клиппер не просто научная миссия. Это попытка заглянуть за горизонт, который определит судьбу нашего мировоззрения на поколение вперед. Хорошая новость в том, что мы не будем ждать ответа столетиями. Мы узнаем его при нашей жизни. В октябре 2024 года с мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX. На ее вершине находился космический аппарат, название которого уже вошло в историю – Европа Клиппер. Это самый большой межпланетный аппарат, когда-либо построенный НАСА. С развернутыми солнечными батареями его размах достигает 30 с лишним метров, больше, чем баскетбольная площадка. Масса – около 6000 килограммов. Стоимость миссии – около $5 миллиардов. На борту 9 научных инструментов. Каждый создан для ответа на один вопрос. Является ли Европа обитаемой? Клиппер не будет выходить на орбиту вокруг Европы. Из-за радиации это было бы самоубийством для аппарата. Вместо этого он выйдет на орбиту вокруг Юпитера и совершит серию из примерно 50 близких пролетов мимо Европы.
Каждый раз он будет приближаться на расстояние до 25 километров от поверхности. Каждый пролет – несколько часов максимальной активности. Камеры, спектрометры, радар, магнитометр, анализатор пыли, масс-спектрометр. Собрать данные и уйти прочь из радиационного ада. Передать на Землю. Вернуться. Особенно важен радар. Он способен просвечивать ледяную корку на глубину до 30 километров. Впервые в истории у нас будет прямой инструмент для определения толщины ледяной корки Европы. Если там есть подповерхностные водяные озера, радар их увидит. Если ледяная корка тоньше, чем мы думаем, он это покажет. Масс-спектрометр и анализатор пыли будут изучать частицы, поднятые с поверхности Европы солнечным ветром и юпитерианской радиацией. А если повезет, они проанализируют частицы из гейзерных выбросов, если аппарат пролетит через один из них. Молекулярный анализ этих частиц может показать, содержатся ли в них органические молекулы. Аминокислоты, жирные кислоты, молекулы, которые на Земле неразрывно связаны с биологией. Европа Клиппер прибудет к Юпитеру в 2030 году. Научная программа рассчитана минимум на 3,5 года, то есть к 2034 году у нас будут данные, достаточные для серьезных выводов. Но Клиппер не единственный. Европейское космическое агентство запустило собственную миссию – JUICE – Jupiter Icy Moons Explorer в апреле 2023 года. JUICE достигнет системы Юпитера в 2031 году и сосредоточится в основном на Ганимеде, крупнейшем спутнике Юпитера, но совершит и несколько пролетов мимо Европы, дополняя данные Клиппер. И уже сейчас в лабораториях и проектных бюро обсуждаются миссии следующего поколения. Посадочные аппараты. Зонды-пенетраторы, способные пробить ледяную корку. Подледные субмарины. Автономные роботы, которые проплавят себе путь через километры льда, выйдут в открытый океан и будут плавать в темноте, ища жизнь. Это звучит как научная фантастика. Но 20 лет назад научной фантастикой звучала идея посадить вертолет на Марс. А Ingenuity уже летал. Человечество медленно, неуклюже, с ошибками и задержками, с перерасходами бюджетов и политическими скандалами, но неуклонно приближается к моменту, когда вопрос о жизни на Европе перестанет быть вопросом и станет ответом. Теперь давайте отодвинемся еще дальше. Не на 10 лет вперед, а на миллиарды. Через 5 миллиардов лет Солнце исчерпает запас водорода в своем ядре. Оно начнет раздуваться, превращаясь в красного гиганта. Его диаметр увеличится в сотни раз. Он поглотит орбиты Меркурия, Венеры и, вероятно, Земли. Наша планета будет сожжена или поглощена. Все, что когда-либо существовало на Земле. Каждое дерево, каждое здание, каждая книга, каждая мысль, каждый поцелуй, каждая слеза будет обращено в плазму и рассеяно в межзвездном пространстве. Но когда Солнце станет красным гигантом, его яркость увеличится в 1000 раз. Тепло, которое будет смертельным для Земли, достигнет внешней Солнечной системы. Температура в системе Юпитера поднимется. Ледяные корки спутников начнут таять. Европа, которая миллиарды лет прятала свой океан под панцирем льда, может раскрыться. Лед растает, океан обнажится. Впервые за всю историю этого мира его вода увидит свет звезды. Если к тому моменту в океане Европы будет жизнь. Жизнь, которая миллиарды лет существовала в полной темноте, питаясь химической энергией гидротермальных источников, она впервые увидит небо. Впервые ощутит свет. Впервые получит доступ к фотосинтезу, тому источнику энергии, который преобразил Землю и запустил эволюцию сложной жизни. Конечно, этот золотой век будет недолгим в космическом масштабе. Красный гигант нестабилен. Через несколько сотен миллионов лет Солнце сбросит внешние оболочки, превратившись в белого карлика. Система Юпитера снова погрузится в холод. Но несколько сотен миллионов лет – это огромный срок для эволюции. Жизни на Земле понадобилось примерно 600 миллионов лет, чтобы от первых многоклеточных организмов дойти до человеческого мозга. Кто знает, что может произойти на Европе за аналогичный период? Есть еще одна мысль, которую я хочу оставить вам на засыпку. Если Европа действительно обитаема, она может оказаться самым долговечным живым миром в нашей Солнечной системе. Земля обитаема уже 4 миллиарда лет. Она останется обитаемой в лучшем случае еще 1,5 миллиарда лет. Потом нарастающая яркость Солнца испарит наши океаны. Общий срок обитаемости Земли – около 5-6 миллиардов лет. А океан Европы не зависит от яркости Солнца. Его тепло приливное. Оно будет сохраняться до тех пор, пока существует Лапласов резонанс. Пока Юпитер продолжает деформировать Европу своей гравитацией.
А этот резонанс стабилен на протяжении миллиардов лет. Океан Европы может оставаться жидким значительно дольше, чем океаны Земли. Возможно, намного дольше. Возможно, когда Земля уже давно станет выжженной пустыней, а затем шлаковым шаром, поглощенным красным гигантом, океан Европы будет все еще плескаться под своим ледяным панцирем. Все еще теплый, все еще соленый, все еще, может быть, живой. Маленькая ледяная луна на окраине Солнечной системы может пережить Землю, может оказаться последним живым местом в нашей звездной семье, последним огоньком в темнеющей Вселенной. Но вернемся к настоящему. К вам, который слушает эти слова прямо сейчас. Вы живете в уникальное время. Время, когда человечество впервые может получить ответ на вопрос, который задает себе с тех пор, как посмотрело на звезды. Одиноки ли мы? Ответ летит к Юпитеру прямо сейчас. Со скоростью несколько десятков тысяч километров в час. Сквозь темное, холодное, безмолвное межпланетное пространство. Мимо Марса. Мимо пояса астероидов. К полосатому гиганту и его ледяной тайне. Мы не знаем ответа. И это незнание, возможно, самая важная вещь в нашем существовании. Потому что знать – это покой. А не знать – это движение, это голод, это тяга. Это та сила, которая заставляет нас строить телескопы и ракеты, запускать зонды и вглядываться в темноту. Европа молчит. Она молчит 415 лет с тех пор, как Галилей впервые увидел ее. Она молчала миллиарды лет до этого. Она будет молчать еще несколько лет. Но мы не умеем молчать. Мы не можем не спрашивать. Мы не можем не стучать в закрытую дверь. Что за ней мы узнаем. Не сегодня, не завтра. Может быть, через 10 лет. Может быть, через 20. Но узнаем. Потому что таков наш вид. Мы – существа, которые задают вопросы и не останавливаются, пока не получат ответ. Или пока не поймут, что некоторые вопросы не имеют ответа. И что в этом, в самом вопросе, в самом акте вопрошания и заключается весь смысл. 415 лет назад человек посмотрел в небо и увидел 4 точки света. Одна из них – Европа. Маленькая, холодная, далекая, хранящая под своим ледяным панцирем океан, которому нет равных. Океан, в котором, возможно, теплится жизнь. Жизнь, о которой мы ничего не знаем. Жизнь, которая ничего не знает о нас. Два мира. Два океана, два одиночества. Разделенные 600 миллионами километров космического вакуума, несколькими десятками километров льда и одним вопросом, на который у нас пока нет ответа. Но ответ летит. Спокойной ночи.